Привет, меня зовут Лена. Я готовлю ПП-десерты без сахара. Сегодня я покажу вам, как приготовить муссовый шоколадный торт без лактозы. В нем мега шоколадный корж и нежнейший мусс. Это очень вкусно и по-настоящему шоколадно. Друзья, я подготовила для вас супер книгу. Это не просто сборник рецептов, это полный гайд по приготовлению полезных конфет. Помимо 15 новых рецептов вкуснейших конфет, здесь я рассказываю о тонкостях замен, секретах сочетаний вкусов, о подборе ингредиентов, в общем, все то, что позволит вам всегда получать лучший результат. И, конечно, благодаря этим знаниям вы сможете из 15 рецептов получить миллион совершенно уникальных конфет. Такой концентрат информации обычно продают в формате дорогостоящих курсов. Я решила выпустить его в виде книги, чтобы сделать доступным для каждого. Распечатав такой сборник или просто сохранив его в электронном виде, вы получите полное разнообразие полезных конфет на любой вкус и подробную инструкцию для творчества и стопроцентного результата. Особенно я советую приготовить эти конфеты. Уникальный вкус, не похожий ни на что. Это совершенно иной уровень наслаждения. Их стоит попробовать каждому. При этом они готовятся очень просто. Ссылку на скачивание книги я оставлю в описании к этому видео. Первым делом приготовим корж. Из сухих ингредиентов нам понадобится 40 грамм любой цельнозерновой муки. У меня это мука зеленой гречки и соевая мука. Это одна из моих любимых комбинаций. 10 грамм льняной муки, 5 грамм какао и 3 грамма соды. Смешиваем все сухие ингредиенты до однородности. Также нам понадобится одно небольшое авокадо. Нужно выбрать мягкий спелый плод, можно даже переспелый, как у меня, или дать ему дозреть. Очищаем авокадо от шкурки, освобождаем от косточки и нарезаем на небольшие кусочки. Добавляем 40 грамм сока лимона и финики. Фиников понадобится примерно 130 грамм с косточками. А если быть точнее, суммарный вес очищенного авокадо и очищенных от косточек фиников должен быть 220 грамм. Вместо авокадо, фиников и лимонного сока можно взять 260 грамм любого фруктового пюре средней густоты. Тщательно измельчаем эти ингредиенты блендером в однородную массу. Добавляем сухие ингредиенты. И тщательно перемешиваем до однородности. Получается довольно густое тесто. Я буду выпекать в кондитерском кольце диаметром 16 см с дном из фольги. Внутри выложен круг пекарской бумаги. Распределяем тесто ровным слоем и отправляем в разогретую до 170 градусов Цельсия духовку на 35 минут. Готовность коржа проверяем деревянной шпажкой. На ней не должно быть мокрого теста, но небольшие налипшие кусочки могут быть. Это особенность такого коржа. Снимаем фольгу, круг пекарской бумаги, вынимаем корж из формы. Этот корж очень мягкий и влажный. В чем еще его прелесть? Он почти не поднимается, поэтому срезать неровную шапочку нет необходимости. Для мусса замачиваем 8 грамм желатина в 100 граммах воды и оставляем набухать по инструкции. Подготовим форму для сборки торта. Выкладываем корж на подложку, оборачиваем его ацетатной лентой и вставляем кондитерское кольцо. Также нам понадобится 250 грамм кокосового молока. Нагреваем его до горячего состояния, но не кипятим. В горячее молоко выкладываем набухший желатин, размешиваем. И сюда же добавляем 200 грамм горького шоколада без сахара с содержанием какао-продуктов 72%. Тщательно перемешиваем лопаткой до полного растворения шоколада. Если вдруг шоколад у вас еще не промешался, а масса уже остыла, то слегка прогрейте ее, помешивая, но не перегревайте. Должна получиться полностью однородная шоколадная масса.
Если любите послаще, добавьте немного подсластителя по вкусу. Остужаем массу до едва теплого состояния. Переливаем ее в высокий стакан. Это наиболее удобный вариант. Для удачного взбивания мусса нам понадобится чаша со льдом и холодной водой. Устанавливаем стакан в чашу со льдом и начинаем взбивать. Очень, кстати, удобно взбивать в мерном стакане, на котором нанесена шкала в миллилитрах. Перед взбиванием вы можете заметить, сколько у вас шоколадной массы в стакане. В процессе взбивания масса увеличится в объеме, и это будет один из показателей готовности мусса. Кроме того, при взбивании масса заметно посветлеет. Как только вы обнаруживаете эти признаки, заканчивайте взбивание и вынимайте стакан изо льда. Вот такой мусс на горьком шоколаде получается. Выливаем его в форму с коржом. Если требуется, распределяем или можно просто немного потрясти форму. И отправляем в холодильник до полного застывания примерно на 4 часа. Все, наш вкуснейший мега-шоколадный тортик готов. Освобождаем его от формы и ацетатной ленты. От него идет невероятный аромат шоколада. Можно декорировать торт любым способом. У меня тут будет просто листик мяты. Давайте его разрежем. Очень нежный и мега шоколадный корж. Он просто нереально вкусный, такой сочный и мягкий. И воздушный мусс. В этом муссе отчетливо ощущается вкус горького шоколада, но при этом он смягчен нежностью кокосового молока. Получается очень гармоничный вкус, и в сочетании с коржом это просто шоколадное наслаждение. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, мне будет очень приятно. Подписывайтесь на мой канал и делитесь этим видео с друзьями. Пока!